Итак, запись этого занятия включена. Теперь уже официально добрый вечер. Меня зовут Андрей Журавлев. Я вас приветствую не только в нашем виртуальном классе онлайн школы Профайл, но и приветствую на нашем канале YouTube всех, кто смотрит стрим, поскольку мероприятие сегодня большое. Класс наш не вместил всех желающих. Соответственно, прямая трансляция этого мероприятия идет на YouTube. Если вы сейчас смотрите стрим, поставьте себе побольше качества трансляции для того, чтобы вам хорошо было видно все элементы класса, все элементы экрана. И, собственно, давайте начинать. По традиции я начну с некоторых организационных сообщений. Во-первых, это, как я уже сказал, бесплатное мероприятие. Запись его будет доступна тем, кто успел записаться через личный кабинет сразу по окончании занятия. Все остальные смогут увидеть запись на канале школы в YouTube. Кроме того, мы планируем сделать не только полную запись всего занятия, но и разрезать его на соответствующие кусочки. Поэтому я думаю, что так вот через несколько дней это все будет очень удобно, очень спокойно и комфортно пересматривать. Что касается нашего с вами общения, еще одно очень важное замечание. Те, кто находится в классе, наверняка это уже знают, потому что я вижу здесь в основном знакомые лица. Вы можете задавать вопросы, причем писать их не только в чат, как такие текущие вопросы, писать их в окошко вопросов и ответов. Для того, чтобы люди, не попавшие в класс, те, кто сейчас смотрят стрим, не чувствовали себя обделенными, имели возможность такого же двухстороннего общения, вот этого реального, настоящего онлайна, мы организуем трансляцию вопросов, которые задаются в стриме, трансляцию этих вопросов сюда к нам в класс. Заниматься этим будет директор школы Сергей Фомин. То есть сегодня я могу почувствовать себя, можно сказать, на коне. У меня на подхвате сам директор. И если вы увидите, что я открываю вопрос от Сергея Фомина, ну, в общем, знайте, что это не начальство проверяет мои знания, это транслируется вопрос, поступивший в стрим, на канал стрим. Ну, по мере возможности, соответственно, мы будем пытаться сюда же транслировать и авторство вопросов, чтобы вам было удобнее в них ориентироваться. У меня только очень большая просьба к тем, кто смотрит нас вот в этой трансляции ютубовской. Старайтесь формулировать вопросы как-то достаточно полно и аккуратно. Почему? Потому что те, кто находится в классе, могут оперативно уточнить свой вопрос через чат. А те же, кто смотрит нас через стрим, ну, вот такой оперативной возможности лишены. Что касается регламента занятия, Арсений Серебрянников спрашивает. Сегодня мы работаем, как работают хорошие рестораны, до последнего клиента. Я у себя, анонсируя стрим-трансляцию в ЖЖ, честно предупредил, что правдой является только 19:00, время начала мероприятия. Я сегодня буду рассказывать все, отвечать на все вопросы. И вот в зависимости от того, сколько вопросов вы зададите, вот настолько и отодвинется окончание сегодняшнего занятия. Сегодня будет 2 перерыва. Мы посмотрим по мере самого занятия, когда нужно будет делать эти перерывы. Я не буду сейчас точно анонсировать их время. Но я ориентируюсь на то, что сегодня будет 2 перерыва. И само занятие будет состоять из 3 частей. Для того, чтобы нам все-таки немножко передохнуть и проще было все усваивать. Почему вообще мы решили провести вот это бесплатное занятие? В 2010 году для меня лично эта история началась, когда меня пригласили выступить на такой большой московской конференции Adobe, она называлась Creative Future 2010. Я, соответственно, выступил вот с таким небольшим, как теперь уже понятно, докладом о разложении на пространственные частоты, о практическом применении этого метода. И по результатам этого выступления была написана статья, которая стала первой статьей, таким началом моего живого журнала. Наверняка многие из вас не знакомы. Но и, в общем-то, этот материал стал таким первым описанием, русскоязычным, достаточно подробным описанием метода, который позволил шагнуть ему в массы.
Сегодня мы подумали, что нужно как-то начатое 3 года назад, уже даже почти 4 года назад, начатое вот это предложение, оно уже получилось довольно длинным, закончить, поставить точку и разобрать это все для того, чтобы как-то в одном месте собрать, систематизировать все материалы, посвященные частотному разложению. Мы, правда, с Евгением Карташовым, который вот тут в классе сейчас тоже присутствует, позавчера, по-моему, переписывались на эту тему, и Женя написал, что никогда это не закончится, все равно будут мастер-классы, все равно будут какие-то занятия, которые будут проводить разные люди, рассказывая о том же самом, и все равно все это будет проводиться за деньги. Мы не против, пусть будет так. Но мы хотели бы вот этот материал обобщить и бесплатно подарить его вам, как такой немножко отложившийся, затянувшийся подарок к новому 2014 году. Ну, о втором маленьком подарочке вы узнаете в процессе занятия. На этом предварительные общие административные вопросы считаем завершенными. И перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего занятия. Как всегда, начинать придется с самых-самых основ. Я сказал, что занятие сегодня будет длинное, мы разберем все. И поэтому часть первая – теория. Я специально хочу акцентировать ваше внимание на том, что этот прием не был придуман мной. И он не был придуман даже многими людьми, которые описывали его до меня. Все началось гораздо-гораздо раньше. Почему я про это говорю? Потому что регулярно встречаются какие-то указания, что а вот такой-то человек придумал вот то-то, то-то. А вот он пишет, что это он, хотя на самом деле это все было сделано до него. Это все было сделано задолго до нас. В 1807 году Жан-Батист Жозеф Фурье подготовил доклад о распространении тепла в твердом теле. В этом докладе в качестве математического аппарата, позволяющего рассчитать распространение тепла, динамику распространения тепла, было использовано представление функций в виде тригонометрических рядов, то есть разложение в тригонометрический ряд. В 1822 году эта работа была оформлена уже окончательно более подробно, и вышел фундаментальный труд Фурье «Аналитическая теория тепла», вот в котором и было хорошо, четко и очень красиво сформулирована идея разложения функции в ряд, получивший впоследствии название самого Фурье. Надо заметить, что, как бывает со всеми методиками, этот метод тоже сходу не был принят всеми радостно. Его многие критиковали. Лагранж, например, резко негативно отнесся к использованию именно тригонометрических функций при разложении в ряд. Но потихоньку, помаленьку все это проторило дорогу, и оказалось, что использовать вот такое разложение очень удобно. Тригонометрические функции — это привычные нам колебания. Синус — такая вот обычная волна. Или так называемые гармонические колебания. То есть любой сигнал, любое изменение одной величины в зависимости от другой, как бы сложным оно ни выглядело внешне, можно представить в виде набора, в виде такой вот пачки, сложенных вместе синусоидальных сигналов. Каждый из этих сигналов называется гармоника, а совокупность всех синусоидальных сигналов, вместе образующих исходный сигнал, называется спектром этого сигнала. Вот, собственно, разложение в спектр — это и есть тот процесс, который происходит при прямом преобразовании Фурье. В 1933 году Владимир Александрович Котельников сформулировал и доказал теорему, получившую впоследствии его имя, согласно которой любой сигнал с ограниченным спектром, то есть имеющий самую высокую частоту в спектре не выше определенного порога, неважно какого, главное, что вот эта самая высокая частота есть, и более высоких нету. Так вот, любой такой сигнал можно однозначно точно восстановить после его оцифровки, после его дискретизации, если частота дискретизации будет как минимум в 2 раза выше, чем самая верхняя частота в спектре сигнала. Эту теорему на Западе чаще всего называют теоремой Найквиста-Шеннона.
Но надо заметить, что Котельников все-таки доказал ее на 16 лет раньше. Это я вам говорю для того, чтобы вы понимали, что метод, о котором мы сейчас будем говорить, не был придуман 3 года назад, он не был придуман 5, 10, 20 лет назад. Он был придуман задолго до того, как вообще появился не только Photoshop, но и компьютер. Он очень активно используется в радиотехнике. С его помощью обрабатываются различные сигналы, в том числе и в акустике. Вот те самые фильтры низких, средних, высоких частот и регулировки этих низких, средних, высоких частот, которые мы имеем на усилителях, это то же самое, о чем мы с вами будем говорить сегодня. Ну, давайте на этом закончим предысторию. Я думаю, вы убедились, что все было придумано задолго до нас, и глупо с чьей бы то ни было стороны пытаться присваивать себе вот эту работу. Что такое непосредственно пространственные частоты, на которые мы будем разлагать изображение? Постарайтесь не впадать в транс при виде вот этой картинки. Это иллюстрация того, как выглядят разные пространственные частоты. Давайте я включу подсказку. Внизу, на самой нижней полоске, вы видите, при движении слева направо яркость меняется достаточно плавно. Вообще пространственная частота — это частота, с которой яркость меняется при перемещении по координате. Вот мы смещаемся на какое-то расстояние и видим, что внизу, например, за полное смещение от левого края к правому, здесь произошло, ну, по-моему, 20 переходов яркости туда-обратно. Вы можете пересчитать, я сейчас уже не помню, сколько заложено. На одну ступеньку выше вы видите пространственную частоту в 2 раза больше. Это точно такой же синусоидальный сигнал, только теперь в 2 раза чаще меняется яркость. Еще выше пространственная частота еще в 2 раза больше, еще выше, еще в 2 раза больше. И таким образом на картинке самая высокая пространственная частота, которую мы можем закодировать, ну или создать в изображении, это перескок яркости от пикселя к пикселю. Пиксель темный, пиксель светлый, пиксель темный, пиксель светлый. То есть можно сказать, что в изображении верхние пространственные частоты упираются в разрешение картинки. Если мы будем мерить координату просто в миллиметрах или в дюймах, каких-то таких человеческих, привычных нам единицах измерения, то чем выше разрешение картинки, тем более высокую частоту можно задать вот на этом интервале. Это к самой финальной части нашего занятия, когда мы с вами еще немножко поговорим о повышении резкости. Что задают пространственные частоты? И как вообще раскладывать картинку на эти частоты? Здесь я воспользуюсь иллюстрациями из замечательной статьи Алексея Шадрина. Статья называется «Управление визуальным объемом изображения». Вы можете бесплатно, легально скачать ее с сайта автора. Я специально не стал удалять колонтитул, чтобы вы понимали, откуда взят вот этот материал. Здесь наглядно показывается, как можно восстановить прямоугольный сигнал из синусоид. То есть мы берем самую низкую пространственную частоту, соответствующую частоте сигнала, и добавляем к ней частоту более высокую гармонику. При этом после сложения получается уже вот такой вид. Не совсем плавное изменение яркости. Если раньше мы видим, у нас яркость перетекала именно очень плавно, то теперь она ближе к ступенчатому изменению. Но эта ступенчатость еще не полная. Здесь все-таки еще видны волны. Для того, чтобы сделать еще более аккуратное уточнение, к полученной картинке добавляется следующая гармоника. Вы видите, частота здесь еще больше. Чем выше гармоника, чем выше частота, тем меньшую амплитуду она должна иметь для того, чтобы получилось аккуратное сложение. Если теперь сложить все гармоники, мы в результате получим вот такой вот абсолютно прямоугольный сигнал, то есть матрас. Белая полоска, черная полоска. Отсюда следует, что самые высокие пространственные частоты, самая мелкая детализация, которая задается в картинке, вот самые высокие пространственные частоты задают резкие, четкие границы на переходах между областями, имеющими разную яркость или окрашенными в разные цвета.
То есть низкие пространственные частоты – это плавное распределение яркости. Вы видите, что самой низкой гармоникой, самой низкой частотой был задан именно период вот этих колебаний. То есть частота, с которой на нашем матрасе меняется яркость. Средние пространственные частоты уточняют картинку, они задают нам формы, задают объемы, задают детализацию. Ну а верхние пространственные частоты задают самые мелкие детали, то есть фактуру поверхностей. И самые-самые верхние пространственные частоты отвечают за резкость на контрастных границах. Надо заметить, что изображение это все-таки сигнал неодномерный. Я сейчас вас не дергаю, поскольку пока повисла такая пауза, никто не пишет в чате. Да, это теория. Она может быть не очень приятная. Мы еще не схватили Photoshop. Мы не начали сейчас быстро все раскладывать, складывать, перемешивать, ретушировать. Но мне очень хотелось бы, чтобы вы эту теорию все-таки хоть чуть-чуть для себя отложили. Кому не интересно, тот в записи просто не будет пересматривать первый фрагмент. Понимание теоретических основ позволяет лучше применять потом инструменты на практике. Так вот, в отличие от звука, картинка это сигнал двумерный. Звук это сигнал одномерный. Это зависимость акустического давления, то есть давление на нашу барабанную перепонку от времени. Или, что то же самое, зависимость напряжения на клеммах усилителя, поскольку напряжение просто проще померить. Радиотехники привыкли пользоваться осциллографами, и вот этот сигнал измеряется. Зависимость напряжения на клеммах усилителя от времени. Картинка – это зависимость яркости от горизонтальной и вертикальной координаты. То есть это точно такой же сигнал, как и звуковой, но в 2 раза сложнее. Если у звука такая решетка будет однонаправленной, то для того, чтобы получить картинку, нам необходимо взять 2 структуры. Вот они, пространственные частоты по горизонтали, вот решетка пространственные частоты по вертикали. Когда они складываются, получается вот такая клетчатая решетка, из которой, собственно, и собирается вся картинка. Давайте сразу оговоримся. Я помню комментарий, который написали к моей статье в ЖЖ, когда товарищ, видимо, близкий к математике, зашел и начал меня критиковать за то, что Photoshop не умеет раскладывать в спектр, я ничего не понимаю. Я понимаю. Photoshop действительно не умеет раскладывать спектр. Вот это разложение на все гармоники довольно сложный процесс, и в радиотехнике есть даже специальные приборы, спектраанализаторы, весьма недешевые и громоздкие. И разложить в спектр картинку не имеет особо большого смысла практического. Гораздо важнее то, что мы из этой пачки синусоид, из вот этого набора гармоник, можем собрать пакеты. Или, как их принято называть в радиотехнике, полосы. Частотные полосы. То есть можно собрать все вместе и оставить их в качестве единого изображения низкие частоты. Можно собрать все вместе оставшиеся верхние частоты, тем самым разложив картинку всего лишь на 2 компоненты. Низкочастотную и высокочастотную. То есть будут суперпозиции целых пачек синусоид. Вот этим мы и будем с вами заниматься в Photoshop. И здесь представлена хорошая интересная фотография Гручи Маркса, которая и разложена, собственно, на низкочастотную составляющую, размытую, мягкую, не содержащую мелких деталей, поскольку за мелкую детализацию отвечают высокие пространственные частоты, содержащую всего лишь общее плавное распределение яркости и, как следствие, цвета. Это низкочастотная составляющая изображения. И высокочастотную составляющую, вот она видна здесь, или, как ее еще часто называют, хайпасная картинка. Почему хайпасная, мы сейчас как раз с вами поговорим. ВЧ-составляющая – это те детали, которые исчезли с оригинального изображения, когда мы оставили только низкие частоты. Если теперь 2 эти составляющие сложить друг с другом, мы получим восстановленное исходное изображение. Вот, собственно, все сегодняшнее занятие мы с вами и будем заниматься раскладыванием изображения на несколько пространственных частот, некими манипуляциями с получившимися результатами и складыванием его обратно. Для чего это нужно делать, мы увидим чуть позже. А сейчас давайте перейдем ко второй части.
Итак, часть 2. Простое разложение на две полосы частот. Почему я говорю простое разложение? Потому что сейчас мы с вами воспользуемся тем штатным инструментарием, который в наше распоряжение предоставляет Photoshop. Мы не будем хитрить, мудрить. Мы используем два стандартных фильтра. Фильтр низких частот, позволяющий сохранить только низкочастотную составляющую, и фильтр высоких частот, который даст нам, соответственно, верхние частоты для сложения их вместе. Фильтром низких частот, то есть фильтром, убирающим любую мелкую детализацию, является любое размытие. То есть вообще, в принципе, любое размытие, любой блюр, это фильтр, убирающий высокие частоты. Первым делом мы с вами рассмотрим самый привычный, самый такой ходовой, но и самый математически, наверное, равномерный гауссов блюр. Сделаем копию исходного изображения. Не могу пройти мимо этой картинки. Она была заглавной в статье, поэтому давайте оставим ее такой заглавной, отдавая дань уважения этой фотографии, оставим ее заглавной и здесь в мастер-классе. В свое время эту фотографию сделал для меня белорусский фотограф Дмитрий Михальцов, за что ему огромное спасибо. Он был единственным, кто откликнулся на мою просьбу сделать фотографию с заложенными в нее определенными дефектами, огрехами и неприятностями. Это всегда очень непросто сделать неявные дефекты на изображении. Так что еще раз, Дима, огромное спасибо за это фото. Оно отработало, оно сослужило свою службу. Сделаем копию исходного изображения и назовем эту копию low. Низкие частоты, соответственно, по традиции, по-английски так это и обзовем. Я сейчас не буду конвертировать все это в смарт-объект, хотя почему бы и нет, давайте конвертируем. Тогда скажем по-другому. Я конвертирую это в смарт-объект, но эта операция совершенно не обязательная. То есть сейчас я делаю эту конвертацию просто для того, чтобы иметь возможность поправить потом значение фильтров. Если же вы выполняете разложение самостоятельно, сразу, если вы понимаете, что радиус, который вы подобрали, правильный, никакие смарт-объекты вам не нужны. То есть смарт-объект, он нужен только до того, как вы начнете ретушировать, чтобы иметь возможность поправить параметры фильтров. И применим к этой картинке гауссово размытие. Так, у меня ретина дисплей, поэтому я сейчас вам покажу это в масштабе 200%. Вот сейчас, по идее, у вас пиксель в пиксель примерно должен транслироваться мой экран. Отправляемся в меню фильтров, Blur, гауссов Blur. И начинаем по чуть-чуть, потихонечку увеличивать радиус, пока с изображения не исчезнут ненужные нам детали. Чем больше радиус гауссового размытия, тем ниже будет проходить граница разделения между нижними и верхними частотами. То есть больше радиус размытия, большего размера детали уходят из низкой частоты. Это значит, на верхнюю частоту, в высокочастотную полосу, попадают все более и более низкие пространственные частоты. То есть чем больше вы увеличиваете радиус, тем ниже пространственные частоты остаются. 40 это, конечно, перебор. Если мы хотим избавиться от фактуры кожи, в данном случае, наверное, стоит остановиться где-то в районе семерки. Скажем ОК. И на всякий случай, тут хорошая привычка, забьем в название слоя семерку. Михаил Нагайцев все равно постоянно подвисает меня, слушая. Я учту это замечание. Спасибо, Миша. Я постараюсь как-то более рвано говорить, для того, чтобы никто не подвисал и не засыпал. Итак, мы убрали мелкую детализацию. Мы оставили только низкие частоты. Теперь необходимо сделать высокочастотную составляющую. То есть нужно на отдельном слое восстановить те детали, которые были убраны гауссов блюром. Чтобы не мудрить долго и не завязываться с командами вычитания картинок друг из друга, я воспользуюсь фильтром, который является дополнительным гауссов блюру. Этот фильтр так и называется. Фильтр верхних частот. Фильтр AV High Pass.
Хайпас переводится на русский язык как фильтр верхних частот. Это технический термин. По какой-то странной прихоти локализаторов он до сих пор называется в русской версии цветовой контраст. Но, насколько я знаю, уже даже официальные сотрудники российского представительства Adobe через опрос, устроенный локализаторами на третьих ресурсах, написали им просьбу перевести при следующей локализации этот фильтр правильно. Поэтому недалек тот час, когда в русской версии нас будет приветствовать наконец-то фильтр верхних частот. Вызываем хайпас. Видим вот такой его интерфейс. И вы видите, чем больше мы ставим радиус, тем более крупные детали мы перед собой видим. Это точно такой же сдвиг. Больше радиус, ниже граница разделения. То есть все более низкие пространственные частоты пролезают вот в эту верхнюю полосу. В данном случае, если мы хотим честно разделить картинку на две полосы, нам нужно радиус поставить точно такой же, как был у гауссов блюра. Радиус 7. Скажем ОК. О, прошу прощения, я забыл это все конвертировать в смарт-объект. Давайте я конвертирую. И зацеплю сюда теперь хайпас. Вот он. Вы перед собой видите ровно ту самую детализацию, которую смыл гауссов блюр. То есть перед вами разница между картинкой исходной и картинкой, размытой по гауссу. Эту разницу фильтр хайпас показывает как отклонение яркости от средней. То есть вот уровень 0, уровень 255, средняя яркость 128, и вокруг нее прыгают те самые детали, те отклонения яркости, те уточнения, которые нужно добавить к размытой картинке, чтобы получить оригинал. Да, конечно, фильтр хайпас ошибается, но давайте об этом мы поговорим немножко позже. Да, совершенно верно, в чате Сергей написал, что это все идут основы, но поскольку мы этот мастер-класс задумывали как Ultimate, то есть окончательный, с начала и до конца, потерпите, дальше будет много веселого и вкусного для тех, кто уже как-то знаком со всей этой кухней. Итак, мы разложили картинку на две полосы частот. Если вспомнить иллюстрацию из статьи Алексея Шадрина, то вот мы получили примерно то же самое, что приведено здесь. Groucho Marx Low и Groucho Marx High. Ну, соответственно, у нас выступает другая модель. Как теперь сложить всю эту историю обратно? Для сложения используется режим наложения Linear Light, или в русской версии линейный свет. Давайте переключимся на него. В этом режиме Photoshop к яркости ниже лежащей добавляет удвоенное отклонение яркости верхнего слоя от средней. То есть вот насколько у нас на верхней частоте отклонилось от средней яркости, настолько же будет изменена яркость внизу. Но влезает неприятная, не очень удобная для нас двоечка. Из-за такого удвоения мы видим, картинка, получившаяся после сложения, оказывается жутко перешарпленной. Почему? Потому что в ней просто в 2 раза усилены верхние пространственные частоты. От этого коэффициента 2 нужно избавиться. Избавляться можно различными способами. Давайте я вам перечислю 3, наверное, самых таких ходовых и понятных. Я у себя в статье и в последующем, когда рассказывал о частотном разложении, всегда использовал кривые. Не потому, что это самый быстрый и самый эффективный способ, потому что он самый наглядный. Мы с вами не можем из режима Linear Light отрезать, удалить то удвоение, которое в нем есть. То есть режим Linear Light в любом случае увеличит в 2 раза отклонение верхней яркости от середины, прежде чем добавить к исходнику. Но мы можем, если мы не можем воздействовать на режим, мы можем воздействовать на заготовку. Те, кто ходил на продвинутый курс, наверняка вспомнят один из контрольных вопросов, который был как раз при работе с режимами наложения. На режим мы подействовать не можем, режим Linear Light нам подходит, давайте доработаем заготовку. Воспользуемся предложением Руслана Шаймухаметова и уменьшим в 2 раза контраст. Вот почему я показываю это при помощи кривых, потому что кривые наглядно иллюстрируют суть процесса. Мы отставляем нетронутой центральную точку, то есть яркость 128 остается на месте, но все отклонения яркости от 128 уменьшаются ровно в 2 раза. Для этого черная точка сдвигается вверх
до значения 64. Вот она, 0,64. Белая